Все, что нужно знать про замену ламп BMW. В этом видео вы найдете всю необходимую информацию для того, чтобы заменить лампы самостоятельно на примере BMW X5 E53 кузов. Тайм-код по навигации будет в описании под этим видео. Такая ошибка загорается на приборной панели при выходе из строя ламп габаритных огней. Они же парковочные огни и они же ангельские глазки. Для замены ламп ангельских глазок нам необходимо снять заднюю крышку на блок-фаре. Так выглядит оригинальная лампа наших ангельских глазок. Для того, чтобы заменить саму лампу, нам нужно расфиксировать пластиковые защелки, которые находятся в задней части корпуса лампы. Я расфиксировал при помощи канцелярского ножа. Также можно расфиксировать при помощи паяльника. Удерживая за разъем, рассоединяем лампу. Для замены лампы отдельно необходимо нажать на лампу и провернуть ее против часовой стрелки. У меня установлена лампа по Philips. Хочу обратить внимание, лампа имеет вот такой сверху отлив для концентрации цветового пучка. Световой пучок концентрируется на лампе и попадает на вот этот элемент на задней части нашей блок-фары. Далее свет распределяется по ангельским глазкам и мы видим свечение. Лампа по Philips на 10 Вт. У лампы есть два фиксатора с левой стороны и с правой стороны. В корпусе лампы, он же цоколь, также есть две направляющие. Одна с левой стороны и одна с правой стороны. В конце каждой направляющей есть фиксатор. Номер лампы оставлю в описании под этим видео. Далее, для установки лампы нам необходимо установить ее в патрон. Устанавливаем и проворачиваем по часовой стрелке. Лампа зафиксирована. И устанавливаем лампу в корпус ангельских глазок. И фиксируем. При установке нам необходимо попасть направляющими на корпусе ангельских глазок и пазы в ответной части на блок-фаре. Нижние, один паз, второй паз и в верхней части третий паз. И вот так выглядит посадочное место лампы. Заводим блок ангельских глазок в сборе в посадочное место на блок-фаре. Устанавливаем и проворачиваем по часовой стрелке. И подключаем разъем. И устанавливаем крышку. Для замены ксеноновой лампы в блок-фаре нам понадобится открутить заднюю крышку блок-фары. Для этого нам понадобится насадка Т20 под звездочку и удлинитель. Далее нам необходимо отсоединить разъем. Здесь всего две защелки, одна сверху, одна снизу. Далее приступаем к откручиванию болтов крышки. Всего два болта сверху и два болта снизу. И нижние болты. И снимаем пластиковую крышку. Отводим ее в сторону. Далее отсоединяем металлическую скобу. На корпусе есть указатель открыть и закрыть в какую сторону. Необходимо провернуть в левую сторону. Также у нас выщелкивается разъем, его можно снять. Так, вот наша ксеноновая лампа. Далее нам необходимо отщелкнуть металлические скобы, которые ее удерживают. Одна. И снизу вторая. Есть. И достаем нашу лампу. Приступаем к установке оригинальной лампы по Philips.
При установке лампы необходимо держаться за пластик. Стеклянную колбу трогать нельзя. Также нужно быть аккуратным с изолятором. Он достаточно хрупкий. У изолятора не должно быть трещин. Если будут трещины, лампа выйдет из строя достаточно быстро, ввиду того, что она будет перегреваться. Пропил должен быть сверху. Аккуратно заводим лампу в посадочное место и защелкиваем нижнюю защелку и затем верхнюю защелку. Далее устанавливаем блочок на место. И устанавливаем заднюю пластиковую крышку на место. И закручиваем болты. Этот болт в самом неудобном месте. Второй нижний болт закручиваем. И закручиваем два верхних болта. И поджимаем. И устанавливаем разъем на место. И проверяем. Так выглядит ошибка выхода из строя ламп дальнего света на приборной панели. Для замены лампы дальнего света нам понадобится снять крышку на задней части блок фары. Далее снимаем разъем лампы дальнего света. Так он выглядит у нас. Далее нам нужно отстегнуть две защелки, одна и вторая, которая фиксирует лампу. Нажимаем на одну защелку, отводим ее в сторону, и нажимаем на вторую защелку, отводим ее в сторону. И снимаем нашу лампу. Лампу будем устанавливать по Philips на 55 Вт, цоколь H1. Так выглядит посадочное место лампы. Далее приступаем к установке лампы. Нам необходимо установить лампу в таком положении. Заводим нашу лампу в посадочное место. Защелкиваем одну защелку и защелкиваем вторую защелку. Далее устанавливаем разъем на место. Замена лампы повторителя поворотов BMW X5 E53 кузов. Для того, чтобы снять повторитель поворотов, нам необходимо нажать в эту часть на повторителе и пододвинуть его влево. Прежде чем это сделать, нам нужно нанести силиконовую смазку на уплотнитель, поскольку уплотнитель с возрастом прикипает к крылу, и его достаточно сложно сдвинуть с места. Наносим силиконовую смазку. Поддавливаем на повторитель поворотов с правой стороны и сдвигаем его влево. Вот таким движением. Сдвигаем и поддеваем пластиковым инструментом. И выводим с посадочного места. Так выглядит наш повторитель поворотов. Фиксируется повторитель поворотов вот этой скобой. Она удерживает повторитель поворота в этой части крыла. И пластиковый фиксатор с правой стороны. С правой стороны отверстие в крыле. Сейчас мы подчистим наш повторитель поворотов. Наносим очиститель. Проходим кистью.
и протираем микрофиброй. С крыла убираем остатки очистителя. И снимаем разъем нашего повторителя поворотов. Нажимаем на фиксатор и выщелкиваем. Так выглядит разъем на повторителе поворотов и наш электрический разъем, который выходит с крыла. Также снимем уплотнитель. Очистим уплотнитель. Протираем микрофиброй. И очищаем тыльную сторону нашего повторителя поворотов. Уплотнитель можем установить на место. Защелкиваем его, устанавливаем в паз. Поворачиваем наш патрон лампы против часовой стрелки и вынимаем патрон вместе с лампой. Так он у нас выглядит. Наша лампа облущилась уже. Снимаем лампу. Так выглядит посадочное место лампы. Два контакта. Устанавливать лампу будем по Philips. Номерочек оригинальный оставлю под этим видео в описании. Устанавливаем лампу в патрон. Защелкиваем. И сразу подключаем к разъему. Защелкиваем. Далее устанавливаем лампу в наш повторитель поворотов. Нам необходимо попасть вот этими двумя фиксаторами, один сверху, один снизу, вот в эти направляющие. Одна сверху, одна снизу. И проворачиваем по часовой стрелке. Защелкиваем. Далее заводим повторитель поворотов в таком положении и проворачиваем. Далее нам нужно завести повторитель поворотов в отверстие в крыле и установить металлический фиксатор. Заводим. Устанавливаем металлический фиксатор. Надавливаем на плафон и устанавливаем его. Еще раз проверяем. Плафон на месте. И проверяем лампу на работоспособность. Замена ламп указателей поворотов на примере правого поворотника. Лампа Silver Vision. А вот стандартная лампа. Для замены нам понадобится ключик на 8. Нам необходимо открутить два верхних крепежных болта и два нижних крепежных болта фары. И откручиваем два нижних болта крепления блок фары. Один и второй. И отодвигаем блок фару. У нас появляется зазор. Для удобства отсоединяем разъем на блок фаре. Есть, выщелкнули и выводим патрон. Далее достаем нашу вышедшую из строя лампу с патрона. Нам необходимо провернуть против часовой стрелки лампу. Установлена у нас была также лампа Philips. Номер ее 12496 на 21 Вт. При приобретении лампы обратите внимание на месторасположение фиксаторов. Фиксаторы в этой лампе со смещением.
Вот для сравнения фиксаторы расположены друг напротив друга. Далее устанавливаем нашу новую лампу от Philips Silver Vision. Берем лампу и фиксируем ее в нашем патроне. И проворачиваем по часовой стрелке. Готово. Можно устанавливать. И заводим в таком положении нашу лампу в отверстие. Заводим лампу в отверстие. И в таком положении заводим ее в посадочное место. И направляем в патрон. И поворачиваем лампу, удерживая задержатель лампы по часовой стрелке. Фиксируем ее. Готово. И устанавливаем нашу блок-фару на место. И прикручиваем нашу блок-фару. Главное не перепутать верхние болты, нижние болты. Проверяем установочные метки. Устанавливаем нижние болты крепления блок-фары. Один и второй. Проверяем установочные метки и зажимаем нижние крепежные болты. Устанавливаем разъем нашего фонаря. И замена противотуманных ламп. Далее нам нужно отвернуть два крепежных винта. Один крепежный винт и второй крепежный винт. И снимаем противотуманную фару. Отсоединяем разъем. Для замены лампы нам нужно повернуть ее против часовой стрелки. Устанавливать я буду 55-ваттные лампы в цоколе H11 по Philips. Номерочек этих ламп оставлю вверху и в описании под этим видео. Для того, чтобы установить лампу, нам нужно попасть тремя фиксаторами в ответную часть на тыльной стороне противотуманной фары. Устанавливаем лампу в таком положении и поворачиваем ее по часовой стрелке. Лампа на месте. Далее подключаем разъем. Для установки противотуманной фары нам нужно попасть пластиковой направляющей в ответную часть на бампере. Проверяем направляющую в верхней части нашей противотуманки и щелчком фиксируем ее. Закручиваем наши крепежные винты. И проверяем нашу противотуманку. И устанавливаем пластик на место. Фонарь заднего хода, белого цвета. Задний противотуманный фонарь, красного цвета. Фонарь в нижней крышке багажника. Для замены лампы в фонаре нижней крышки багажника необходимо открыть крышку с помощью специального пластикового приспособления. Отсоединить щиток в нижней крышке багажника. Необходимо слегка нажать и повернуть патрон лампы против часовой стрелки и вынуть его. Аналогично извлечь саму лампу и заменить ее. Выщелкиваем пластиковую крышку. На пластике у нас всего 4 фиксатора. 1, 2, 3 и 4 фиксатор. Далее поднимаем вверх часть шумоизоляции.
Для замены лампы заднего хода необходимо повернуть патрон против часовой стрелки. И поворачиваем патрон против часовой стрелки. Снимаем лампу. Для того, чтобы снять лампу с патрона, нужно повернуть ее против часовой стрелки и вывести из патрона. Номер лампы по осрам. Расположение фиксаторов. И устанавливаем лампу в патрон. Нажимаем на лампу и поворачиваем по часовой стрелке. Далее устанавливаем патрон в посадочное место на блок-фаре. Заводим лампу и поворачиваем по часовой стрелке. И замена лампы в задних противотуманных фонарях. Выворачиваем наш патрон против часовой стрелки. Нажимаем на лампу и поворачиваем ее против часовой стрелки. И снимаем лампу. Номер лампы по осрам и расположение фиксаторов. Нажимаем на лампу и поворачиваем по часовой стрелке. Далее устанавливаем патрон в посадочное место на блок-фаре и защелкиваем. Устанавливаем шумоизоляционный материал на место и устанавливаем пластиковую крышку. Замена лампы в заднем левом поворотнике. Выкручиваем лампу против часовой стрелки. Для того, чтобы снять лампу с патрона, нам нужно на нее нажать и провернуть против часовой стрелки. Лампа в поворотниках у нас на 21 Вт, P21W. Обратите внимание на расположение фиксаторов. Один из фиксаторов располагается у нас со смещением. Направляющие лампы в патроне у нас также располагаются со смещением. Оригинальные номера лампы и патрона оставлю в описании под этим видео. Для того, чтобы установить лампу в патрон, нам нужно попасть вот этими направляющими в ответную части на патроне. 2 посадочных места. Устанавливаем лампу и проворачиваем по часовой стрелке. Лампа на месте. И устанавливаем лампу. И проворачиваем по часовой стрелке. Защелкиваем. После установки лампы проверяем на работоспособность. И устанавливаем крышку. Для замены ламп в верхнем плафоне нам понадобится пластиковый инструмент и лезвие. В этой части плафона есть 2 металлические скобы. Довольно часто они разгибаются, и плафон нет возможности снять. Для того, чтобы снять плафон, нам понадобится убрать вот эту крышку. И снимаем нашу крышку. Теперь у нас есть доступ к металлическим скобам. И выводим фонарь с посадочного места. Здесь у нас есть разъем. Отсоединяем наш разъем. И снимаем плафон. Скобы плафона желательно сразу разогнуть, подкорректировать, чтобы они плотно прижимали наш фонарь, плафон к посадочному месту. Далее достаем перегоревшую лампу. Вынимаем ее с патрона. Лампу будем устанавливать по производителю Neolux. Маркировка W5W.
И устанавливаем новую лампу. И устанавливаем лампу в сборе с патроном в посадочное место. И проворачиваем. Готово, лампа на месте. Можно устанавливать плафон. Приступаем к установке плафона. Для этого нам понадобится подключить разъем. Проверяем лампы на работоспособность. Работают. Теперь можно устанавливать плафон в посадочное место. И защелкиваем. Плафон на месте. Теперь устанавливаем декоративную крышку. Также будем менять лампы плафонов в пассажирской части автомобиля и лампы подсветки в нижней части пассажирских сидений. Также заменим лампы подсветки в крышке багажника и заменим лампы в нижней части торпеды. Менять лампы мы будем на лампы от Osram. Вот маркировка ламп по Osram. Так они выглядят. Размер лампы 38 мм. Начнем с замены ламп в передней части автомобиля под торпедо. Для замены лампы нам понадобится поддеть плафон при помощи пластикового инструмента. Выщелкиваем. И вот наш плафон. Так он выглядит. Вот наш светодиод. Сейчас мы его будем менять на галогеновые лампы. Разъемчик можно подтянуть для удобства. Есть. Снимаем LED-лампу с плафона нашего. Достаем. И устанавливаем галогеновую лампу на место. И устанавливаем наш плафон в посадочное место. Подключаем разъем. Заводим плафон. И защелкиваем. Проверяем. Работает. Далее мы приступим к замене лампы в плафоне, который находится в двери. При помощи пластикового инструмента снимаем плафон. Отсоединяем разъем. Снимаем лампу. И устанавливаем галогеновую лампу на место. Подключаем плафон к разъему. Заводим проводку. И устанавливаем плафон в посадочное место на карте. И проверяем. Работает. Далее приступим к замене ламп в пассажирской части. Вот наш плафон. Поддеваем его при помощи пластикового инструмента. Снимаем лампу.
И устанавливаем галогеновую лампу. Заводим проводку и устанавливаем плафон в посадочное место. Защелкиваем. И проверяем. Работает. Далее приступим к замене лампы в пассажирской двери. Поддеваем пластиковым инструментом. Снимаем лампу. Устанавливаем галогеновую лампу на место. Заводим проводку и устанавливаем плафон в посадочное место. И проверяем. Работает. И приступим к замене ламп задних плафонов пассажирских сидений. Снимаем светодиод. Контакты можно поправить немножко. И устанавливаем галогеновую лампу на место. Отлично. Проверяем на работоспособность. Работает. Можно устанавливать крышку плафона. Защелкиваем. Готово. Вот можно увидеть разницу свечения. Галогеновая лампа и LED лампа. Приступим к замене ламп в нижней части задних сидений. Для этого нам необходимо поддеть пластик вот в этом месте и аккуратненько отщелкнуть. И снимаем. Снимаем лампу при помощи пластикового инструмента и устанавливаем новую лампу на место. И устанавливаем защитную крышку. Готово. Проверяем. Работает. И приступим к замене ламп в плафонах задних дверей. Поддеваем пластик. И снимаем плафон. Далее снимаем лампу. И устанавливаем галогеновую лампу на место. И устанавливаем плафон на место. И проверяем. И меняем лампу во второй карте задних дверей. Поддеваем плафон. Снимаем LED лампу и устанавливаем галогеновую лампу на место. Заводим плафон и защелкиваем. И приступим к замене ламп в верхних пассажирских плафонах. И снимаем пластиковый корпус плафона. Далее снимаем светодиодную лампу
И устанавливаем галогеновую лампу на место. Готово. И защелкиваем пластиковый плафон в посадочное место. Проверяем. Снимаем пластик второго потолочного плафона. Аккуратно поддеваем с одной стороны и со второй стороны. И отодвигаем плафон. Далее снимаем светодиод. Устанавливаем новую лампу на место. Защелкиваем пластик плафона. И проверяем. И приступим к замене ламп в плафонах багажного отделения. Поддеваем при помощи пластикового инструмента. Отстегиваем разъем. Так выглядит плафон подсветки багажного отделения. Для замены ламп нам понадобится отодвинуть металлическую пластину в сторону и снять ее. Далее нам понадобится снять светодиод. Достаем светодиод. Устанавливать будем лампы W5W. Устанавливаем нашу новую лампу в плафон. Защелкиваем. И устанавливаем металлическую пластину на место. И защелкиваем. Далее подключаем плафон. Заводим его в посадочное место и защелкиваем. Готово. И приступаем к замене лампы во втором фонаре. И устанавливаем новую лампу. Защелкиваем металлическую пластину и устанавливаем плафон на место. Так выглядит ошибка при выходе из строя ламп подсветки номерного знака. Нам понадобится снять стекла плафонов. И снимаем наши лампы подсветки номерного знака.
Так выглядят старые галогеновые лампы подсветки номерного знака. Маркировка ламп по производителю Philips C5W. Лампы на 12 вольт по 5 ватт каждая. Размер лампы подсветки номерного знака 38 мм. Устанавливать мы будем LED лампы с обходчиком бортового компьютера и охладителем. Размер этих ламп 38 мм. Приступим к установке. Устанавливать необходимо в правильном положении. С одной стороны у нас плюс, со второй стороны минус. И устанавливаем второй светодиод на место. Перед установкой очистим стекла плафона от грязи. Так выглядят стекла плафонов после очистки. И второе стекло. Как заменить лампу подсветки перчаточного ящика? Для удобства отодвинем кресло в заднее положение. Для удобства опустим ниже крышку перчаточного ящика. Далее нам понадобится отвертка. И при помощи отвертки снимаем фиксатор, который удерживает нашу крышку. Поддеваем отверткой и снимаем его. Так выглядит фиксатор. Далее нам нужно нажать вот в этом месте и вывести крышку вещевого ящика в крайнее положение. Теперь у нас есть больше доступа. Далее при помощи отвертки поддеваем наш плафон. Снимаем плафон. И отсоединяем разъем. Так выглядит наш плафон подсветки. Снимаем светодиод. Устанавливать будем лампы софитовые от Osram C5W 12 вольт на 5 ватт. Так выглядит наша лампа. При замене ламп не стоит касаться стеклянных колб новых ламп голыми руками, поскольку самые мелкие загрязнения сгорают и тем самым уменьшают срок службы наших ламп. Лампы накаливания стоит брать чистыми перчатками или чистой тряпкой. Также необходимо избегать механических сотрясений ламп. Использовать необходимо только предписанные лампы накаливания. В нашем случае это софитовый тип ламп на 12 вольт 5 ватт. Приступим к установке лампы на место. Далее приступим к подключению плафона. Подключаем разъем. Заводим наш плафон в посадочное место. И защелкиваем. Далее устанавливаем нашу крышку на место. Для этого необходимо нажать в этой части и завести упор на место. Далее нам нужно подвести наш амортизатор. И установить на место фиксатор. И защелкиваем. Готово. Можно закрывать наш перчаточный ящик. Надеюсь, данное видео будет полезным. Не забывайте подписаться на канал и посмотреть другие мои видеоролики.